Сегодня Евразийский фан-клуб Димаша Кудайбергена празднует свой 4-й день рождения. Согласитесь, это уже немалый срок, за который произошло много важного, интересного и запоминающегося. Это время, за которое мы, счастливые и вдохновленные, сплотились и сдружились под сенью творчества уникального артиста. А начиналось все так. В августе 2016 года группой поклонников из Казахстана и Украины была создана фан-страница в социальной сети ВКонтакте, посвященная творчеству тогда еще не имеющего мировой известности, но уже покорявшего сердца слушателей молодого артиста Димаша Кудайбергена. С первых дней, сплотив людей из 2 частей света, группа стала первым настоящим объединением поклонников юного таланта из Казахстана. Поначалу новостей, конечно, было немного, но общение шло каждый день, и постепенно к сообществу присоединялись все новые и новые предпочитатели творчества Димаша. И вот наступил 2017. Он стал годом знаковым, годом больших перемен. В Китае с участием нашего артиста начался проект «I'm a Singer». Жизнь Димаша резко изменилась, а вместе с ней и атмосфера фан-странички стала совсем иной, просто кипучей. В Поднебесной у Димаша сразу же появился многомиллионный фан-клуб, и артист решил дать своему стремительно растущему фандому имя – Dears – «Дорогие». Этим искренним словом он выразил отношение к предпочитателям своего искусства, ко всем сразу и каждому индивидуально. Приняв во внимание полезный опыт китайских фанатов, наше сообщество решило изменить свой формат. Так, весной 2017 года группа по праву стала именоваться «Евразийский фан-клуб Димаша Кудайбергена». У нас появился свой логотип, разработанный поклонницей из Кургана Еленой Сергуниной. Мы начали строить планы развития и по возможности осуществлять все то, что способствовало продвижению любимого певца и популяризации его творчества. Численность клуба с каждым днем активно росла. Атмосфера была живой и интересной. События в творческой жизни Димаша сыпались как из рога изобилия. И Dears нашего фан-клуба стали ездить на выступления артиста, проводить фан-встречи и акции, участвовать в голосованиях в поддержку любимого исполнителя. За прошедшие 4 года клуб значительно расширился и привлек в свои ряды людей самых разных национальностей. Со временем представительства клуба появились во всех основных мировых социальных сетях. В 2017 году появились наш аккаунт в Instagram, канал в YouTube и страница в SoundCloud. В 2018 клуб появился в Одноклассниках, в Твиттере и в Weibo. Также обновленная страница Евразийского фан-клуба заняла свое место в Facebook. Dears, мы такие. Нас интересует не только творчество Димаша во всех его проявлениях, но и источник его вдохновения и все, что происходит под влиянием его искусства. Для того, чтобы лучше понять феномен Димаша, рассказать о его становлении как артиста, о событиях и людях, которые повлияли на этот процесс, о профессионалах, с которыми он сотрудничает, рассказать о проектах с участием Димаша, в сентябре 2019 года в клубе была создана международная команда журналистов DK Media World EFK. Она радует поклонников нашего дорогого Димаша
эксклюзивными материалами и интервью с интересными людьми. Немаловажно отметить, что на данный момент общее число подписчиков всех ресурсов Евразийского фан-клуба составляет более 240 тысяч человек. Жизнь внутри клуба всегда очень живая. У нас также активно работает команда талантливых переводчиков, которая переводит всю информацию, касающуюся жизни и творчества Димаша. В арсенале наших замечательных толмачей отличное знание казахского, английского, итальянского и испанского языков. Благодаря этому все главные новости из творческой жизни любимого певца становятся доступными людям по всему миру. Есть в нашем клубе и большая творческая группа, работающая с фото и видеоматериалами, а также над авторским контентом. Совсем недавно произошло еще одно большое, важное и долгожданное событие в жизни Евразийского фан-клуба. Мы запустили свой сайт, исполнив давнюю мечту. Огромное спасибо за помощь в ее осуществлении веб-дизайнеру и нашей одноклубнице из Архангельска Ларисе Кармакуловой. Конечно, еще предстоит большая работа по поэтапному наполнению сайта тем богатым материалом о творческой деятельности Димаша, который накоплен клубом за 4 года существования, и постоянное пополнение платформы новыми интересными событиями из жизни артиста и клуба. Но главное, сайт у нас уже есть. Евразийский фан-клуб – это сообщество неравнодушных людей. Клуб инициирует сам и участвует в различных акциях и мероприятиях в поддержку удивительного творчества Димаша, его концертов и значимых событий его певческой деятельности. Волонтеры нашего клуба проводят классные часы в школах, знакомят детей с уникальным молодым музыкантом, участвуют в мероприятиях, посвященных богатой и самобытной культуре родины певца – Республики Казахстан. Один из старожилов нашего фан-клуба, уважаемый человек и энергичный поклонник Димаша из Жамбыльской области Казахстана Сабит Мустафин не только посещает концерты Димаша на родине и в России, но и активно пропагандирует искусство артиста, организует тематические вечера в музыкальной школе, оформляет для учеников стенгазеты о выдающемся певце. Также 2 года назад актив Евразийского фан-клуба в столице Казахстана высадил клубные елочки на аллее Димаша в одной из гимназий Нур-Султана и ведет уход за ними. Отдельную нишу в работе нашего фан-клуба занимает благотворительность. В ней может принять участие любой желающий. Все собранные средства передаются детским домам, малоимущим многодетным семьям или детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Такие акции в основном приурочены ко дню рождения Димаша и являются своеобразным подарком нашему добросердечному кумиру. Мы от всей души хотим поблагодарить всех наших одноклубников, которые участвуют в благотворительности, которые преданно и бескорыстно делают добрые дела от имени любимого артиста. Хотим поблагодарить наших дорогих из Актабе, которые помогают реализовать акции на родной земле Димаша Кудайбергена и являются настоящим оплотом и душой Евразийского фан-клуба. Так как Димаш стал часто бывать в России, появилась необходимость и в региональных отделениях. Наиболее крупное и активное из них – московское отделение Евразийского клуба Moscow Dears. Они обеспечивают поддержку Димаша на всех его выступлениях и записях телешоу в российской столице, осуществляют профессиональную фото- и видеосъемку, занимают активную позицию в фан-движении. Множатся подразделения Евразийского фан-клуба в городах России и Казахстана. Мы с гордостью говорим о наших отделениях в Санкт-Петербурге и Самаре,
в Омске и Екатеринбурге, в Новосибирске, Ижевске и в Башкортостане, а незаменимых Дирс из Актабе и Нур-Султана. Евразийский фан-клуб – это объединение невероятно талантливых личностей с горячими и восторженными сердцами, которые не перестают удивлять, восхищая своим творчеством. Дирс нашего клуба поют, танцуют, сочиняют стихи, музицируют, рисуют, создают коллажи в фоторедакторах, монтируют видео и посвящают все свои творения любимому артисту, который стал не просто кумиром, но и очень дорогим человеком для каждого. Сейчас Евразийский фан-клуб – один из самых крупных и узнаваемых фан-клубов Димаша Кудайбергена. И если образовался он как чисто русскоязычный ресурс, то сейчас в клубе с удовольствием общаются Дирс из разных стран мира, говорящие на самых разных языках. Кстати, наш клуб имеет и большую интернациональную команду администраторов. Это фанаты из России, Казахстана, Великобритании, Германии и Ирландии. Они на добровольных началах и с радостью работают на 10 площадках Евразийского фан-клуба, освещая творчество Димаша и деятельность всего растущего фандома Дирс. У нас есть свой свод правил, которому мы следуем, свои традиции проведения различных мероприятий в поддержку любимого музыканта. Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству с другими фан-клубами и средствами массовой информации. Евразийский фан-клуб – это мегаполис в большой стране Дирс. Добро пожаловать! Мы всегда рады вам! Присоединяйтесь! Вместе мы – сила!